Недавно прошел игровой джем, организованный командой Biga Arcade, в котором я принимал участие. Джем длился 10 дней, и после завершения джема 15 дней нужно ждать объявления победителей, которых будут выбирать судьи. За время джема было проделано немалое количество работы, в результате которой я получил огромное множество различных эмоций, а также адреналина в последние 15 минут перед окончанием соревнования, в тот момент, когда я смотрел на секунды во время компиляции игры, чтобы отправить игру для участия. Да и в целом было много нюансов, с которыми я впервые столкнулся, делая свою первую игру в команде, а не в одиночку, как я делал это ранее. Я увидел свои ошибки и впредь постараюсь их не совершать. Ждать результаты больше 2 недель после сдачи проектов очень долго. Можно пока отвлечься от разработки, поиграть в игры соперников, ну и записать видео о том, с чего все началось, а о том, как все закончилось, я обязательно напишу у себя в телеграм-канале, ссылка на который будет в описании к этому видео. Джем стартовал по нашему времени в 18:00 и была озвучена тема джема. В этот момент я ехал с работы домой. Как я уже говорил, в этом мероприятии я участвовал не один, и мы с напарником решили заранее вообще ничего не планировать касательно джема и того, какой проект мы будем делать. Когда мы созвонились, тема джема была уже озвучена. Первая тема была соперничество, дополнительная тема мистический компаньон. Обсудив в тот вечер происходящее, мы так ни к чему толком и не пришли, но решили, что в игре точно будет таблица рекордов. Также мы решили, что подумаем до завтра и на следующий день уже точно придем к какому-то решению. На второй день наше совещание закончилось тем, что мы определились, и мы делаем 3D-платформер. В первую очередь я начал делать камеру, которая была как у платформеров с видом сбоку, но при этом максимально отражала трехмерность объектов. На это у меня ушло достаточно много времени, а пока я ее делал, напарник создавал первую тестовую сцену. Но по итогам дня мы так и не пришли к решению, о чем будет наша игра и какой у нее будет сюжет. Я накидал небольшой план задач для себя и для своего мистического компаньона, и мы принялись за работу. Если в 2 словах, то моей задачей была работа в Unity, а его задачей была работа в Blender. И как мне казалось ранее, создавать игру вдвоем намного легче, чем в одиночку. Но на деле это оказалось совсем не так. Наши мнения разнились практически по всем вопросам, и в самом начале соревнования мы с трудом принимали какие-либо решения. Я понимал, что время идет, а результат создания игры практически равен нулю. Прошлую игру, которую я делал один, на 3-й день я уже готов был билдить проект, а здесь у нас есть тестовая сцена, управление персонажем на Rigid Body и камера, которая вроде бы мне даже нравится, но ее нужно дорабатывать. А так как я не понимал, как будут выглядеть сцены, это было довольно сложно. Времени на разработку у нас в течение дня не так много, так как мы оба находимся с утра до вечера на работе, и там вообще не до разработки игр. Что-то вроде делалось, но меня почему-то все напрягало, потому что я ждал графику, а коллега показывал референсы и ждал обратной связи от меня. Но зато в этот день мы наконец-то пришли к решению, о чем у нас все-таки будет игра. Мы решили, что в игре будут 4 элементаля, между которыми можно будет переключаться как бы объект 1, а оболочек 4, и у каждого элементаля свои способности. Огненный умеет поджигать, воздушный легкий как облако, каменный умеет рушить стены, водяной проходить сквозь узкие пространства. Но позже мы дополнили 4 элементалей еще одним персонажем, пружинистой пустышкой. Ну а почему бы и нет? Также у меня были мысли создать 6-го персонажа, который умеет замораживать объекты или что-то в этом роде, но эту идею я оставил на потом. В итоге у нас получилась игра про 5 элементалей, которые являются друг другу компаньонами, но при этом находятся в одной сущности, и таким образом мы раскрыли тему джема. Что делал я в этот день? Я занимался прокрастинацией, и у меня была апатия, но я все же занялся донастройкой камеры и скриптом переключения персонажами. Ну а что делал мой коллега в это время, я не знаю. Я понял, что такими темпами мы ничего не успеем сделать. Попросил напарника ускориться с графикой, так как мне было тяжело работать на пустых шаблонных объектах. Я понял, что когда делаешь игру один, то ты в голове представляешь, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Все исходники перед тобой, и ты сам для себя решаешь, когда ты будешь писать скрипт, а когда делать анимацию, какого размера будут объекты на сцене и каким будет освещение. Тут другая ситуация, я жду его с графикой, а он ждет меня, когда я ему скажу, что нужно делать в первую очередь.
В итоге, собравшись с мыслями, я составил более подробный план нашей работы, и, как мне показалось, дела наконец-то пошли в гору. Наша проблема была в том, что игру мы делать собрались, а как ее делать мы не знаем, точнее мы не знали, как правильно разделить задачи между собой. Проблема была в организации. Нужен был кто-то, кто должен был продумать все заранее. В первый день джема сесть, подумать и составить таск-лист с общими задачами, расписать подробно эти задачи и решить, какая будет игра, о чем она, как она будет выглядеть и какие в ней будут персонажи, на кого они будут похожи, ну и все в этом духе. Или же передать составление плана своему коллеге. Но так как это был наш первый раз работы вместе, мы оба не понимали, что может сделать каждый из нас, насколько быстро он сможет это сделать и что ему нужно делать в первую очередь. Да и игру мы себе представляли у себя в головах скорее всего по-разному. В будущем, если я буду делать игру не в соло, я буду действовать иначе. Для себя я понял, что ни в коем случае на раннем этапе разработки не нужно принимать никакие общие решения. Это неправильно и отнимает много энергии. Должен быть один план и один куратор проекта. Никаких совместных решений не существует. Должна быть идея, и автор идеи должен вести за собой проект. А уже когда основная концепция игры готова, только после этого можно обсудить с командой игру, дополнив или урезав какие-либо части этой игры. После того, как появился какой-никакой план работы, я начал выполнять все по очереди, по списку и просить у напарника то, что мне нужно заранее. Я уже сделал таблицу рекордов, анимацию глаз, с которой были проблемы, так как анимация проигрывалась там, где не должна была проигрываться. В особенности была проблема в том, что если персонаж находился и смотрел влево, и ты при этом также нажимал кнопку влево, то анимация производилась, хотя и не должна была это делать. Переделав скрипт и правильно настроив аниматор персонажа, все получилось. Также в этот день были реализованы несколько объектов с Particle System. С этим у меня уже опыт неплохой, и не сказать, что великолепно, но зато быстро и, как мне кажется, симпатично я это сделал. Получив картинки от напарника из Blender, я установил их в меню на задний план. Меню я полностью переделал, теперь, когда игрок заходит впервые в игру, ему не обязательно устанавливать себе никнейм, как это было изначально реализовано. Теперь все делается по желанию. Меню стало выглядеть симпатичнее и функциональнее. Также в этот день я создал сцену для начального ознакомления игрока с игрой. У нас было в мыслях сделать это в виде комикса, но в итоге мы остановились просто на скриншотах из игры с небольшим описанием истории, так как времени было не особо много. Еще в этот день делалась физика персонажей, теперь я уже имел в наличии модели всех персонажей, и было приятно это реализовывать, а тем временем мой напарник продолжал моделировать окружение уровней. Мы долго не могли решить, в чем же именно соперничество в нашей игре. Основа уже была тем, что нужно пройти уровень и собрать как можно больше игровых монет, но мне казалось, что этого будет недостаточно, и в будущем я добавил переменную время. Не совсем реальное время, но чем дольше ты играешь в игру и проходишь уровень, тем меньше очков в итоге ты получаешь. Также нами было решено, что на каждом уровне будет своя локальная таблица рекордов, что делало нашу игру по большей части уникальной, и пока играя в игры наших соперников, я такого еще не встречал, хоть и играл не во все игры. В главном меню я сделал общую таблицу рекордов, в которой можно было увидеть общий результат игры 3 лучших игроков. Наша игра все больше и больше похожа на игру, которую хотелось видеть. Все шло по плану, но было понимание, что мы все же немного не успеваем уложиться в срок. Кстати, дедлайн мы себе поставили на воскресенье, так как в понедельник нас ждала наша любимая работа. И на понедельник вообще можно было не рассчитывать, то есть фактически оставалось всего 2 дня. При том, что половину субботы я потратил на бытовые дела, но все же сделал довольно много, не спав при этом до 3 часов ночи. Было сделано почти все, осталось только внедрить в нашу игру графику, которая была уже почти готова, и расставить все по своим местам. При этом звуки и анимации уже проигрывались, спецэффекты почти все, а может и все были сделаны, главное меню функционировало, таблицы рекордов записывали рекорды. Ничего не предвещало беды, но в этот день я проснулся поздно, так как долго не спал в субботу. Меня мутило, и рассудок был мутным, таким же, как и наш план разработки. Утром я получил 3D-кнопки, красивые и почти правильно собраны. Я не сразу понял, что с кнопками что-то не так, а заметил это только тогда, когда расставил их на сцене. Моей задачей было заменить этими кнопками стандартные UI-кнопки. Я думал, что все будет легко, просто расставляю кнопки на сцене, вешаю на них скрипт, который по клику мыши будет вызывать
вызвать какой-либо метод в другом моем скрипте управления меню, да и делов-то. Но на самом деле все оказалось куда сложнее. Первая проблема была в том, что клики по каким-то неведомым причинам не всегда отслеживались, анимировать кнопки я не мог по той причине, что 3D текст и сама внутренняя часть кнопки, которую было необходимо анимировать, была одним целым объектом, и мне пришлось бы делать анимацию для каждой кнопки, чего мне делать совсем не хотелось. Отправлять на переделку кнопки у меня желания вообще не было, потому что меня по-прежнему мутило, да и я понимал, что это опять займет какое-то время, и я отвлеку напарника от работы со сценами. В итоге я решил анимировать кнопки через скрипт, не используя анимации Unity. Почти весь день провозился с настройкой и корректным отображением кнопок. А в конце дня, так как это был как бы наш внутренний дедлайн, получив всю графику с подготовленными и заранее расставленными платформами на сценах, я по-быстрому накидал живых объектов по уровням, поудалял ненужные объекты со сцены, сделал платформы твердыми и даже не тестировав, залил проект с игрой на itch.io, скомпилировав его несколько раз, так как там тоже были нюансы со сжатием, и с первого раза проект просто не запускался на странице сайта. В конечном итоге спать я отправился за 2,5 часа до того, как мне нужно было просыпаться и идти на работу. Целый день мы работали на своих работах, и только во время обеда мне удалось кое-что подправить. То, что смогли найти мы сами, и то, что нам подсказали наши тестировщики. Ну а вечером, когда рабочий день закончился, мы по-быстрому сделали скриншоты игры, исправили вновь обнаруженные баги, сделали какую-никакую заставку, и за 15 минут до окончания джема залили на сайт итоговый проект. Адреналину я получил знатно в тот момент. Могло произойти все что угодно. Отключиться ноутбук или, например, мог пропасть интернет. Было бы очень печально попасть в подобную ситуацию, но все сработало как надо. Подводя итоги, я хочу сказать, что если вы собираетесь делать игру в команде, обязательно нужно распределять обязанности каждого участника. Это нужно делать в первую очередь, но не так, как это сделали мы, решив, что графику моделирует он, а скрипты пишу я. Такой подход никуда не годится. Кто-то из вас должен контролировать процесс разработки, писать чек-листы, заниматься тестированием. В идеале в команде лучше иметь еще одного человека, который будет технически понимать, как работает визуал и как работает код, но при этом этот человек желательно не должен заниматься ни тем, ни другим, а только искать референсы, сочинять музыку и звуки, писать какой-то текст для игры и требовать от разработчиков результаты, дополняя идеями игру. С самого начала создания проекта я старался делать все как можно правильней. Старался обзывать все, что нужно было обзывать понятными именами, раскладывать бережно все по папкам, и если бы я этого не делал, то конечный результат был бы намного хуже, чем вы видите его сейчас. Даже в подобной несложной реализации иногда было трудно быстро разобраться. Еще я хочу сказать, что не нужно жалеть мегабайты. Я 1000 раз пожалел о том, что настроил своего коллегу экономить полигоны и меньше использовать текстуры. Думаю, игра выглядит хорошо, но могла бы выглядеть еще лучше, если бы мы не переживали из-за веса игры. В итоге наша игра весила всего 22 мегабайта из возможных 250 мегабайт, которые были условием джема. Графики напихать в игру можно было бы гораздо больше. И если вы собираетесь участвовать в подобных мероприятиях, заранее подготовьтесь к джему, создайте свои логотипы, если вы хотите их использовать в игре. Это не запрещено делать в большинстве джемах, но это отнимает ваше время, если вы делаете это во время джема. А еще, подводя итоги, я хочу сказать, что у каждого свой подход. Я привык придумывать все на ходу и импровизировать уже во время разработки, все представлять и строить план у себя в голове. И если мне в голову ничего не приходит, то только в этом случае я начинаю искать референсы, что бывает очень-очень редко. Мой коллега делает все наоборот. Сначала ищет референсы, затем создает то, что увидел. Пока я не понял, какой из подходов правильней, но они совершенно разные. Ну а если вы хотите посмотреть, что мы сотворили и поиграть в нашу игру, переходите по ссылке в описании. Игра работает в браузере и ее не нужно скачивать. В целом я доволен тем, что мы работали в команде, но я не совсем доволен нашим результатом. Есть моменты, которые мне не понравились, но думаю, что все это решаемо. Нужно эти моменты просто понимать. Я надеюсь, это не последний проект нашей небольшой команды, и в следующий раз мы сможем вас удивить новыми увлекательными играми. Также я рекомендую посетить мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новости о том, как закончился джем и кто победил в нем. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на канал. Это будет мотивировать меня записывать для вас новые видео.